Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать вам о тех помидорах, которые я купила к посевному сезону. И должна вам сказать, что прежде всего я ориентировалась на вкус томатов, на урожайность, на мясистость томатов и так далее. Некоторые из них я высевала в прошлом году, я о них сделала отдельное видео. Те, кому интересно, можете посмотреть. Итак, перцевидный оранжевый. Это сорт фирмы Аэлита. В прошлом году я высевала такой же сорт, но только сибирский сад. Должна вам сказать, что очень достойный, очень вкусный помидор весом до 300 граммов. Вкус отличный. Томаты очень сладкие, очень сочные. Высокоурожайный помидор, среднеспелый. И считаю, что этот помидор вам тоже необходимо посадить. Очень красивый и достойный. Перцевидный розовый тоже есть у фирмы Элита. В этом году я решила посмотреть, как будет себя вести перцевидный розовый сибирского сада. И считаю, думаю, что этот томат тоже будет достойным. Это ранний сорт. Как заявляет производитель, это индетерминантный, очень сильный сорт. В кисти по 5-6 красивых длинных плодов завязывает перцевидной формы. 120-150 граммов. Ну, в общем-то, в Элите вот такие параметры. Масса вот соответствовала приблизительно 120-150 граммов, иногда больше или чуть меньше. Мякоть у него превосходного вкуса, очень нежная, сочная. Думаю, что этот сорт порадует. 2 года назад выращивала сорт бананчик фирмы Элита. Это сорт высокоурожайный. Должна вам сказать, что плоды у него достигают приблизительно 110-200 граммов. Первые плоды значительно больше. Большое количество каротина содержит эти плоды. Вкусные, сладкие томаты. Сорт очень устойчивый к фитофторозу и фузариозному увяданию. Считаю, что тоже можно этот томат посадить. Фаворит моего огорода – это амурский тигр фирмы Аэлита. Из года в год я его высаживаю, посажу и в этом году. Очень хороший сорт, имеет такую интересную окраску, среднеспелый сорт. Растение приблизительно 180-200 сантиметров, то есть высокорослое, индетерминантное. Плоды очень крупные. Должна вам сказать, что первые плоды были до 900 граммов и даже больше килограмма. Я не могу сказать, что их очень много, но 3, 4, 5 плодов в кисти он завязывает. Можете посмотреть мои видео с этими томатами. Плоды очень сочные, мясистые, очень вкусный, очень интересный помидор. Пузата хата. Никогда не выращивала этот томат, купила в этом году впервые. Посоветовали мне подписчики, чуть позже скажу почему. По тому, что заявляет производитель, 200-300 граммов томат достигает, плоды сочные, мясистые, превосходного вкуса. Это скороспелый сорт для теплиц и для открытого грунта в южных регионах. Подходит как для салатов, так и для зимних заготовок. Ну, посмотрим, как проявит себя этот помидор. Сразу должна сказать о томате, очень похожем на пузатую хату. Томат 100 пудов. В этом году я его, вернее, в прошлом году я его посадила. Он мне не понравился. И в своих видео я об этом говорила. Но подписчики, ну, можно сказать, уговорили меня. Сказали, ну, возможно, год не очень такой
получился для этого томата. Посейте еще раз. Поэтому решила, что все-таки еще раз попробую посеять этот томат в этом году. Посмотрю и сравним пузата хата и 100 пудов. Какой же из них окажется лучшим? Ну, как по отзывам, пузату хату хвалят больше. Обязательно с вами поделюсь. Сибирские бананы. Это фирма «Сибирский сад». Тоже высаживаю, ну, практически каждый год. Это среднеспелые томаты желтого цвета. Высота томатов самих достигает до 180 сантиметров. Должна вам сказать, что в кисти завязывает до 7-9 плодов. Длиной до 15 сантиметров. Это на самом деле так. Плоды очень вкусные, такого десертного вкуса. Массой 150-180 граммов. Где-то чуть больше, чуть меньше. Но, в общем, соответствует масса плодов, как заявляет производитель. Ну, первые, как всегда, бывают, конечно же, побольше, покрупнее. Золото Востока – это томат, могу вам из собственного опыта сказать, что очень вкусный, очень сладкий томат. Мало у него, практически нет у него семенных камер, он полностью такой мясистый, сочный, очень красивый цвет имеет. Плоды у него ровные, одинаковые. В кисти завязывает 5-6 плодов, иногда даже и больше. Ну, в зависимости от того, какие климатические условия. Мякоть очень нежная у него. Замечательный вкус. Считаю, что томат очень достойный, очень такой хороший томат. Тоже его рекомендую. В прошлом году я высаживала «Легенда Тарасенко» помидор, который меня вообще не порадовал, не воодушевил меня для того, чтобы посеять его заново. Но очень похожий помидор я купила в этом году. Называется «Юбилейный Тарасенко». Подписчики сказали, что томат неплохой для заготовок, но я считаю, что, и в общем-то уверена в своих словах, о том, что прежде всего помидоры должны быть вкусные в салатах. А уже какие они будут в заготовках, это, как говорится, на второй план. Поэтому тоже посею этот томат, посмотрим. Ну и отзывы, конечно, и сделаю специальное видео о тех томатах, которые мне понравились или наоборот. Вот, пожалуй, и все те помидоры, о которых я вам хотела сказать. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.